Poco X7 Pro, вот такой вот шикарный телефон, ради которого я отказался от Xiaomi 15 Ultra. Вот так вот, и на полном серьезе. Казалось бы, телефоны одной компании, а вот этот мне понравился больше. Несмотря на цену, потому что это субфлагман средней ценовой категории на Dimensity 8400 Ultra. И вот скажете, всего лишь с двумя камерами, но об этом мы поговорим позже. Я вам все объясню, почему две камеры оставила компания. Кстати, дизайнчик вы видели? Вот этот вот дизайнчик, а вот этот вот экранчик, у которого практически нет рамочек, с пиковой яркостью больше 3000 нит в HDR. Ну, либо со стандартной яркостью 700, либо 1400 в максимальной. Это значит, что вот в хороший солнечный день ты вышел такой, можешь вместо фонарика его такой. Вообще, ребят, не, на самом деле очень все интересно. Вот Poco, он вышел средневзвешенным за свою цену. Цену мы сейчас еще посмотрим. С нормальными камерами. А кстати, вот насчет камер. Вот давайте, я, во-первых, ссылки на все оригиналы вот того, что мы снимали на нее, разместил в описании под видео. А во-вторых, мы сейчас вот такой вот беглый тест. Я сейчас даю лисичке наш телефончик, вот этот вот. И пока возьму свой телефончик, на который сейчас снимается. И мы сравним, а сейчас вы поймете, с чем мы сравним. Давай, выключай тут и отдавай. Та-дам! И вот он я уже на камеру этого Poco X7 Pro. Вы знаете, действительно мне понравился данный смартфон, но что же у нас там заявляют? Ну, во-первых, слушайте, конфигурация. Я рассматриваю 12×512. За те-то деньги. Какие деньги? Сейчас я вам скажу. Да, пожалуйста, на AliExpress я его брал. 288 баксов в базовой, 8 на 256. А если брать 16 на 512, вот самый вот такой вот Yellow Black, то это конкретно 338 баксов. И при этом, давайте так, на секундочку, что можно купить за 338? Я еще потом вам расскажу про конкурентов, но... Твою мать, 6000 мАh батарея с 90-ваттной зарядкой, при этом батарея абсолютно нового типа, с, как скажем так, заявленными 1000 циклов заряда-разряда без вообще какой-либо деградации. 120-герцовый экранчик, и вот давайте, вот я даже сейчас пролистаю, даже здесь, и даже вот на маркетинговых картиночках мы с вами увидим, да, вот 3200, вот они нит яркость пишут в HDR, да, там огромное количество, каких-то там 1 700 000 в Antutu, но у нас получилась чуть другая цифра. Wild Boost Optimization 3.0. Кто знает, что это означает? Да хрен его знает, что-то они там себе там решили. Liquid Control 4.0, а вот это вот уже система охлаждения. И, кстати, блин, ребят, он реально не тротлил, даже в таких тяжелых играх, как Genshin Impact, в PUBG и во всем остальном. Вот это было интересно. Ну и сколько держит батарея? Это просто Unreal. То есть, вообще, я бы сейчас вот многого мог бы сейчас зачитать. Отказываемся от этой методики зачитывания, будем все обсуждать в самом обзоре. Ссылка в описании под видео, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, и мы возвращаем наш телефончик ко мне в руки. И вот так вот можете сравнить. А знаете, с чем он конкурировал? С Google Pixel 8 Pro, который, кстати, в десятке лучших смартфонов по съемке. Там на уровне примерно iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Нифига себе. Вот так вот. Короче, что мы делаем сейчас? Мы сейчас с вами быстренько его распаковываем. Смотрим комплект. Потом переходим, тестируем, пройдемся по всем характеристикам. И знаете, что меня еще удивило? Wi-Fi модуль. Там просто вас ждет сюрприз. И потом возвращаемся на выводы. X7 Pro от Poco. Давайте сразу. 12 на 256 вот эта вот модификация. Вернее, моделька. Вскрываем. Блин, ты еще вскрой, попробуй. Открыли, вскрыли, побежали. Poco X7 Pro. Это глобальная версия. Ну давай так. Раз, посмотрим комплектность того, что у нас есть. Ой, слушай, сразу могу сказать, что здесь есть чехол. Сразу. Или экран? Нет, там чехол. Там чехол 100%, потому что надо было не сбоку, наверное, распаковывать. О, вот знаете, за что спасибо? За то, что чехол будет черный. Знаешь почему? Потому что сам телефон желтый. А, кстати, чехол, смотри, какой классный. Прям чехол, прям топ. Слушайте, ну молодцы, молодцы, молодцы. Так, 90-ваттная зарядка с европейской вилкой, кстати, на Алишке, с европейкой. Заказал.
То есть, да, вот такой вот. Есть у нас кабель быстрой зарядочки и сам по себе... Слушай, а где скрепка вообще? Что за наедалово? Скрепки нету, что ли? Вообще в шоке. Прикинь, скрепки нет. Ладно. Он мне... Вау. Вау, реально вау. Смотри, здесь под кожу. Здесь такая текстура. Смотри. Вау. Вау. Блин, ну реально топ вообще. У него на экране пленка. Смотри, какой он тонкий. Ты посмотри, какой он тонкий. Шикарный дизайн. Шикарный дизайн, просто топ. Вот по мне так это вообще прям очень-очень интересно. Что желтый выкинь, этот черный чехол нафиг. Да ну нафиг. Смотри, прикол какой. Вот он как в чехле будет смотреться. Класс. Он тонкий, он даже в чехле тонюсенький. Ладно, посмотрим. Ну, сразу видим, что здесь Xiaomi HyperOS. Блин, вот я что-то разочарован со скрепкой. Возможно, где-то в этом здесь нет скрепки. Там в желтом дом. Нету, там пусто уже, все. Скрепок нет. Потому что мы его раскрыли. Вот оно. Ну, гоню. Подожди, нам надо посмотреть на этот. Что у нас здесь по лоточку? Так, лоточек сим-карты. Просто 2 сим-карты, SD-шку ставить нельзя. Ты знаешь, там есть прорезиненная, вот этот лоток, он прорезиненный, есть намек на водозащиту. Это очень интересно, да, посмотрим. Динамик 1, здесь динамик 2, плюс есть инфракрасный порт, фирменная фишка от Xiaomi, можно управлять устройствами. 2 динамика, 2 микрофона, сбоку качелька громкости, вот такая кнопка блокировки. Тоже уже когда включим, посмотрим. 2 модуля камеры и, конечно же, вот такой вот у нас, ну это, видите, 50-мегапиксельная с стабилизацией. И есть у нас вспышечка. В принципе, больше ничего не вижу такого интересного. Будем смотреть, будем сейчас включать, смотреть. Все, переходим. Ну, так как я его использовал некоторое время, сразу видно, да, замацанный капец. Но это не страшно. Мы сейчас, во-первых, снимем. Я сходил с чехлом. Чехол достаточно прикольный и действительно нормально себя чувствует. Наклейку пока снимать не буду. Сзади вот этот вот, видите, из эко-кожи, он действительно красив, но все скрывает все равно чехол. Начнем с теста отпечатка пальцев. Очень все отлично и динамично работает, то есть нажимаешь, к этому очень быстро привыкаешь. Особенно привыкаешь к этому шикарному безрамочному дисплею, который по факту у нас 6,67 дюймов, при этом это AMOLED у нас, кристалл RES 1.5К, 2712 на 1220. Мы в принципе можем сразу же с вами пойти посмотреть дисплей, пожалуйста, 1220 на 2712, AMOLED, 446 ppi и при этом частота обновления до 120 Гц. Вот как в принципе как мы это видим. Производитель заявляет про глубину цвета 12 бит, а яркость до 700 нит типичная и 1400 нит максимальная, это HBM так называемая, и пиковая 3200 в HDR. На солнышке, я вам скажу сразу, хотя там есть восторженные возгласы, как оно на солнце выглядит, вы сейчас видите вставочку на прямом солнце, действительно тяжело разобрать, но чуть-чуть теневая сторона уже абсолютно, это прямые солнечные лучи, ни одного, скажем так, облачка, и уже сразу у нас меняется картинка абсолютно читаемая. При очень ярком свете действительно экранчик себя поддерживает, показывает отлично. Поддерживается HDR и HDR10+, и Dolby Vision, и покрыт он Corning Glass 7i, ну и при этом, что насчет шима, да, шим у нас 1920 Гц для снижения мерцания, то есть по факту, его практически-то и не видно. Давайте сразу посмотрим с вами по процессору, вот, пожалуйста, процессор это у нас Dimensity 8400 Ultra, кстати, не просто обыкновенный 4-нанометровый, с тактовой частотой 3,25 ГГц максимальный, ну тут по сути у нас 4 ядра Cortex A725 по 2,1, 3 ядра Cortex A725 до 3 ГГц и вот эти вот пресловутые A725 до 3,250 МГц, 64-разрядный, то есть 8-ядерный. При том, что я вам сразу скажу, вот если мы уже там пошли в такие дебри, то в AnTuTu мы увидим с вами, хотя производитель там говорит, что он не набирает там 1 700 000, 1 650, я набрал 1 616 027 баллов. Это конкретно мой тест на настроенном
устройстве. Конечно же, у нас на мультитаче мы увидим 10 пальцев. Кстати, давайте его протрем. Уже сверху транспортировочная пленка и достаточно неплохо она держится. То есть, если посмотреть на пленочку, за там сколько недель обслуживают, сколько недель мы 2 или 3 ходили с ним. Вот лисица орет, 2 недели точно ходили, пленка действительно удержалась очень хорошо. Давайте вернемся с вами в AIDA 64. Из видеоускорителя у нас, смотрите, Mali G720 MC7, очень неплохой ускоритель. И ОЗУ, но это версия 12-гиговая на LPDDR5X. И, конечно же, у нас тут 512 гигабайт хранилища, такая себе максимальная, при этом на UFS 4.0. Очень прикольно, но слота для microSD карты нет, мы с вами уже открывали лоточек. Теперь по камерам, давайте сразу пойдем по камерам. Основная 50 мегапикселей, у нас Sony IMX882, при этом у нас размер сенсора 1 к 1,95 дюйма, еще и апертура 1,5. Кстати, есть оптическая стабилизация, и вот очень отлично это все дело отрабатывает. Мы очень много снимали. Я оригиналы фото и видео приложу в описании под видео по ссылкам. Посмотрите, как он фотографирует. Он делает такие фотки шикарные. То есть уровень, я вам скажу, что вообще по камерам произошло. Макромодуля и телеобъективов нет просто-напросто. Вместо бесполезных датчиков, как считает вообще Poco, ну тот же Xiaomi, они сосредоточились конкретно на 2 вот этих вот основных камерах. Фронтальная, честно вам скажу, вот это у нас OV208 с апертурой 2.2, она слабовата, видео она снимает всего лишь 1080p, ну вот смотрите, я сейчас переключусь, видео она снимает, есть HD портрет, вы видели, какой красивый, давайте я вам фоточку сделаю, такой, ох ты ж твою мать, и даже могу видео вам поснимать, и ребята вставят, смотрите, ребят, снимаю вам видео, неплохо снимает, но 1080p 30 Гц маловато, и прям вот это прям видно. Да, но у нас есть еще дополнительная камера, давайте это перевернем, у нас есть дополнительная камера 8-мегапиксельная, ультраширокая, угол 120 градусов с апертурой 2.2 тоже. И само собой, ну как я уже говорил, телеобъектива нет, как и макромодуля. По самим фотографиям камеры, они, честно вам скажу, уступают лидерам сегмента. Хотя основной 50-мегапиксельный модуль делает приличные снимки, как вы видите, да, ну действительно. Качество ультраширика и фронталочки заметно хуже. Ультраширик на 8 мегапикселей делает снимки с более низкой детализацией. И иногда появляются шумы. Цвета, я вам скажу, часто отличаются от основного модуля. Фронтальная камера 20 мегапикселей тоже среднячок. В сложных условиях, например, комната с плохим освещением, она выдаст мыльное, смазанное селфи какое-то, и программно просто слишком сглаживает лицо. В отличие от некоторых конкурентов, фронталка не умеет записывать 4К, и это действительно минус. В целом камера не дотягивает до уровня камерафонов. Для идеальных фото в любых ситуациях придется доплатить, ну, откровенно говоря, за более дорогой аппарат. Но при этом я вам скажу, что если вы там не рассчитываете получить фото там уровня какого-нибудь Galaxy S25 Ultra, либо там iPhone 15, 16 Pro, либо Pro Max, то фотографирует она действительно четко. То есть какой-нибудь девочке купить вот такой вот смартфончик, там, смотрите, вот моя машина, кстати, вот, ну, выглядит это действительно потрясно, вот, если невооруженным взглядом и не знать, куда смотреть. Это вот, кстати, ультрашириком мы фотографировали, тут у лисички палец попал почему-то, непонятно куда, а вон даже меня видно. А вот здесь вот более темное, видите, более темное место, и здесь уже пошло мыльцо. Так, пошли дальше, вот мы видим, это снег, кстати. А вот это красиво, а вот это вот очень красиво. Ребят, вы хоть большие фотки там вставляйте, когда я вот это показываю, смотрите, статуэточки, кофе, вообще шикарно. А вот здесь вот уже искажение, видите, лук более желтый, такой непонятный, и здесь уже искажение цвета пошло. Интересно все красиво, все отлично. Для такой фотографии по видео, я вам скажу, стаб вообще отрабатывает четко, то есть нет явно трясущихся. Тут лисичка своими трясущимися алкоголическими ручками, вернее лапками, лисичками, он сидит и ржет, лисичкиными алкоголическими лапками трясущимися пыталась снимать. Но вы идете и смотрите оригиналы. Я специально для вас оригиналы вот сохранил.
По поводу батареи. Вот с батареей они красавчики. Вообще, я вам серьезно говорю. 6000 мА всунуть в вот такой вот корпус, это прям надо постараться. Мало того, еще есть литий-ион, это литий-ионовая батарея с кремниевым анодом нового поколения. И плюс еще и заявлено до 1000 циклов зарядки без заметной потери емкости. И устойчивости, кстати, к морозам до минус 25. Это значит, он уже должен охладиться до минус 25. Быстрая зарядочка у нас 90 ватт, кстати, Power Delivery. И при этом она идет в комплекте, ну в некоторых регионах, правда. Полная зарядка 42 минуты. У нас до 50% за 15 минут и беспроводной зарядки нет. Да, ну вот по поводу беспроводной зарядки, это уже они пошли в, знаете, такую экономию. Вообще по поводу автономности, большой аккумулятор, 2 дня работы при умеренном использовании. В тестах это более 20 часов воспроизведения видео или там 8 часов непрерывной игры в PUBG. Это мы смотрели на Mobile Review, и это отличный результат. При том, что я вам скажу так, мы сами играем в PUBG, играли, и вы видите, вообще отлично по мощности вытягивает. Я выставлял настроечки HDR и на самых высоких настройках, то есть на самых высоких настройках обновления экрана спокойно гонял, очень все плавно, практического нагрева не ощущалось, и это прям вот топово. То есть я могу подтвердить, что вот PUBG здесь работает отлично, суперово, да в принципе все 3 проекты будут отлично работать. И знаете, что немаловажный аспект какой вот, это то, что они не начали здесь делать какую-то дичь с какими-то нестандартными зарядками. Здесь простой Power Delivery можно заряжать любой зарядкой. Вот вообще, вот у меня есть там югусы 140 ваттные. Я вот, например, включаю, да, там, и у меня будет быстрая зарядка. То есть вот просто включил югус, смотрите, и смотрим. Быстрая зарядочка, и пошло-поехало. Да, с родным зарядником это будет намного быстрее, но Power Delivery поддерживается любого. Теперь вернемся к мощности и производительности. Я вам скажу так, обеспечивает флагманскую скорость работы. Ну, действительно, все действительно плавно. И вот если говорить про 3A проекты, давайте, вот я сейчас играю в тот же самый Genshin и скажу так, уровень CPU и GPU близок к снапам 888+, либо 8 Gen 1 очень. То есть в играх легко держит максимальные настройки без тротлинга и сильного нагрева, абсолютно. При том, что у ближайших среднеценовых конкурентов результат в 2-3 раза ниже по тому же Antutu и по тем же настройкам. То есть, вот если говорить про 2025 год, то в равных скоростях за эти деньги просто не бывает. Genshin Impact без проблем. Потом Shadowguns Legends. Вот вы сейчас видите, мы играем Shadowguns Legends, при этом я играю на высоких настройках, 60 FPS. Вообще вытягивает просто-напросто абсолютно идеально. Я, знаете, редко когда встречаешь телефон за такие вот, смартфон за такие деньги, когда у тебя действительно все супер. Если пойти в настроечки, давайте немножечко по настроечкам полазим. Это у нас Xiaomi HyperOS 2, конечно же. Ну, память мы уже видели с вами 512. Теперь в настроечке, а ну где у нас экран и яркость? Смотрите, у нас есть автоматические цветовая схема и есть система визуализации с искусственным интеллектом. Это немаловажный аспект. Мы можем улучшать HDR с искусственным интеллектом. У нас есть MEMS киношки, смотреть будет самое-самое оно. То есть спокойненько смотрим с уплавнением. И при этом еще и улучшение видео, улучшение, это так называемый ASR. Все это работает. Смотрите, частота экранчика мы можем настроить и установить ее принудительно 120 Гц всегда, либо выбрать программы, которые должны будут работать на 120, либо отключать, скажем так, в этих программах эти самые 120 Гц. Кстати, мы еще провели тест 3D Mark. Если посмотреть по результатам, то у нас на Вулкане, на Wildlife он максимально набрал, черт возьми, меня это важно было. И когда мы начали, смотрите, тестировать нашу дикую реку, которая, вот если вы не знали, то вот мы снимаем ролики специально для тестов таких устройств. Вот, дикая река по звучку, вообще шикарно. Стереозвук тягает отлично, декодирует в HDR. Ой, тихо, выбрал не тот режимчик. Давайте выберем вот 4К HDR. Выбираем, включаем на максимум громкость. Звук просто шикарен.
Звук басист, стерео, вот 2 динамика у нас, вообще отлично, слушайте. Ну топчик же, топчик. Я вам скажу, киношки смотреть будет очень хорошо. С невероятными углами обзора, поэтому если кто-то хочет приватность, клеим стеклышко, которое у нас немножечко скрывает углы, но вот по поводу ютубчика и мультимедиа разрешений, конечно же, вы здесь можете смотреть и Netflix, там любые стриминговые сервисы. Вот, выбираю Netflix, смотрим, да, пожалуйста, в любой, смотрим фильмы, если у вас есть подписочка, либо там загрузили мегугошечку, свит ТВшечку, и, пожалуйста, смотрите все, что угодно. Из того, что хочется отметить, есть, Mi пульт сейчас мы его найдем. Вот он, Mi пульт, вы можете управлять через инфракрасный порт любыми своими устройствами, которые есть, да, там, то есть вот у вас есть эта инфракрасная штука, и она действительно классная. Кстати, по поводу HyperOS, вот этого Android 15, ну действительно интерфейс плавный, есть дополнительные AI-функции, например, диктофон с расшифровкой речи, то есть у нас есть высокоинтеллектуальная ретушь фото, это уже никого не удивишь. Кстати, Xiaomi гарантирует 3 года обновления Android и 4 года обновления безопасности. Это очень неплохо для недорогого аппарата, у конкурентов аналоги часто 2-3 года максимум. И знаете, что приятно? Что производитель, отказавшись от вот этих вот бесполезных камер макро 2 мегапикселя и датчиков глубины, вместо этого поставили 2 действительно нужных, нормальных модуля камеры. Но есть и отрицательные моменты, скажу и вам, отсутствие некоторых фич. Например, в походе за ценой Poco по факту убрал беспроводную зарядку. Что для кого-то может быть минусом, ну, также нет 3,5 мм аудиоразъема для наушников, что бывает в таких субфлагманах, да, и придется использовать переходник. Слота для microSD нет, что тоже не свойственно для субфлагманов, хотя встроенная память и быстрая UFS 4 это вот прям класс. eSIM не поддерживается, только физические SIM, и эти упущения в принципе не критичны для большинства, учитывая большой объем внутренней памяти и быструю зарядку, но отметить я это должен был. Из прочих нюансов смартфон имеет пластиковую рамку. Это не металл. Это в принципе типично для данного сегмента. Виброотклик, который в нем есть, хоть с линейным моторчиком, не такой четкий, как у флагманов. Ну и индикатора уведомления тоже нет. Но есть в принципе Always On Display, который вам вместо индикатора будет работать. Тем не менее, серьезных конструктивных недостатков нет. А вот что мы еще с вами проверим, это, конечно же, скорость сети. Спид-теста нет, но мы его сейчас очень быстро установим, потому что все работает очень быстро. Смотрите, прям вот на ваших глазах это все устанавливается, загружается. О, пожалуйста, установилось. Это сейчас 5 гигагерцовый Wi-Fi. Давайте заходим, открываем. Давайте, у нас сейчас 2,4 ГГц, начнем именно с него тест. Это не быстрый, скажем так, сам по себе стандарт скорости. Давайте сюда, поехали и посмотрим. Но готовьтесь к 5 ГГц. Вот сейчас мы с вами тестируем 2,4 и 2,4, твою мать, показывает 250-270 мегабит. Я в шоке, я вам честно скажу, я в шоке. Лисенок, отдай мне, пожалуйста, эту скрепочку. Я хочу сюда еще карточку затулить. Очень интересно. Мне дали. Это за что? За пьяные ручки, да? Ты мне так швырнула, да? 228 на 273. Все понятно. Теперь смотрите, открываем и включаем 5 ГГц. Это немаловажный аспект такой, кстати. Вот видите, у нас Connect даже здесь был 573 мегабита. Включаем 5 ГГц. Есть. И давайте спид-тестим туда же. Посмотрим, что у нас получится. Тудух! Вы это видели? Вы вот это вот видели? Это нереально. 1,5 гигабит там в пике проскакивает. Вот 1,5 гигабит на 5 гигагерцах. Твою мать, это не флагманский смартфон. Это не флагманский, это субфлагман, который дает 1,5, 1,6 гигабит. Да как такое возможно вообще?
То есть я вам это показываю в режиме реального времени. Ну и в принципе, с кем его можно было бы сравнить? Realme 14 Pro, ну, прямой конкурент, казалось бы, вышедший почти одновременно, но акцент сделан на камерах. У Realme 3 модуля с AIS, плюс телевик, короче, плюс 8 ширик и селфи 32 с автофокусом, которые делают более детальные фото. Однако по производительности Realme заметно уступает. Xiaomi 14T, ну извините, модель Xiaomi близкая по характеристикам. По сути, это альтернатива от Redmi с чуть иными приоритетами. 14T имеет немного более слабый чип Dimensity 83 2.0 Ultra и проигрывает 20% в Antutu. Это тоже немаловажный аспект, при этом 5000 батарея меньше, хотя частота экрана больше. Samsung Galaxy A4 5G, ну, представитель именитой серии Samsung, попадающий в верхний средний сегмент. Его козыри — это лучшие камеры за счет отточенного софта. В принципе, там основная полтинник был, 12 мегапикселей ультраширик, 5 мегапикселей макро и фронталка 32. Фото и видео получаются стабильнее, качественно, однако экран меньше. При том, что там Exynos 1380 и уступает Dimensity 84 2.0. И плюс батарея 5000 мАh, зарядка всего лишь 25 Вт. Ну, в общем-то, я вам скажу, тут еще и поискать за такие деньги такое надо дело. Ну, давайте открываем и попробуем в него засунуть мой чип какой-нибудь. Что у меня там есть? Киевстарчик есть. Сейчас мы вставим. Так, достали Киевстар. Давай, доставайся. И закинем сейчас. Ну, конечно же, прикольно, что есть влаговодозащита. Вот этого у конкурентов просто-напросто нет. Ну и по экранам, я вам скажу, экран здесь вот реально ярче, чем у любого конкурента в его классе. Давайте вставили вот так вот. Ждем, уже сеть появилась, выключаем Wi-Fi-чик, включаем спид-тест. Я вам скажу, я сейчас нахожусь в клетке Фарадея, блин. Сейчас Лиса, наверное, пойдет делать тест на улицу. Потому что в центре Запорожья вот такой вот результат я могу получить. Хотя, ну, работает. 58/10, ну, тут уж извините, тут я серьезно нахожусь в студии. У нас реально решетки на окнах, как клетка Фарадея получается. И у нас даже Wi-Fi сигнал на улицу не пробивается. Как он еще чего-то берет, я вообще удивлен. Но факт остается фактом, показал все как есть. Ребят, готов пройти и прорезюмировать данный смартфон. А в качестве выводов скажу, я его очень сильно рекомендую. Рекомендую за эти деньги, так это вообще топчик на текущий момент среднебюджетных субфлагманов. Я не буду орать там убийца флагманов и тому подобного, но я же вам сказал, я ушел от 15 Xiaomi. Почему я ушел? Потому что 15 Xiaomi Ultra тяжелая, хотя там камеры намного, на порядок лучше. Но я не каждый день этим пользуюсь. Xiaomi Ultra в силу того, что она больше потребляет больше энергии. Здесь автономность. Вот это вот 6000 мАh в этом дизайне с нормальной камерой. Вообще отличная штука. Рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.